Сейчас я сделаю. Мы играем в королевскую вечеринку. Скоро будет этот, ну, типа мини-ивент, ну, типа того трейлер. Сейчас посмотрим. Так, где сцена? Туда сейчас поставим сцену. Прикольный музон. Сейчас скоро трейлер будет, пацаны. Ивент колоссальный. Музон действует. Танцуем, просто танцуем. Тут колонка просто. Как же кайфово просто тут музыку слушать. О, так мы рядом. Было только что. Просто понимаете, сейчас между вот этой музыкой была такая ностальгия, просто офигеть. Сейчас, сколько там осталось? 5 минут, пацаны, ждем 5 минут. Фокусую. У меня такой есть загрузочный экран. Такого нету. Прикольно. Вообще прикольно, пацаны. У меня FPS нестабильный. Сейчас, пацаны, погодите. Мне нужен фон. Подсветка. Вот сразу слышу, FPS поднялся. Что-то что началось, пацаны? А, нет, там просто музон, да, пацаны? Так, просто музон. О, что так все потемнело? Не, надо четкость поуменьшить, это оно слишком жестко. Просто вы этого не видите, а я вижу. Вот такое. И FPS снимает. Нет, стабильно 55 FPS, ну ладно. Не может быть такого. 60 FPS вообще потерялось. Сколько не осталось? 3 минуты, пацаны, 3 минуты. Все, началось. Да, началось. Что тут тоже? О, а нет, просто музыку переключили. О, слышите? Кайф. А, нет.
Вот это тоже кайф. Давно ты мотивировался, наверное. Я не знаю, просто я не захожу в магазин. Так сегодня вышло. Одно вот так себе, мне не понравилось. Вообще даже ничего не добавили, я думаю. Что-то добавить в одно, но ни хрена не добавили. Сейчас сколько там осталось? 2 минуты, пацаны, ждем 2 минуты. И все будет ок. Все будет ок. Я с ним потанцую. Давай. Вы ничего не видели, и я ничего не видел, окей? О, а иконик танцует. Я тоже с ним потанцую. Во. Что он белым? Красный, наверное. О, кайф. Где мой наша Арина? О, какой кайф. О, тоже нормально. Вот наша Арина. Она тоже новая. А я к ним пойду, пацаны, я хочу с вами. Пак, я застрял. Я хочу, чтобы там были одни девушки. А, сейчас вырву, пацаны. Что, сколько там осталось? Все, пацаны, начинается. 9 часов уже. Наверное. Сказали в 3 часа. Да, вот ровно 3 часа. Опеки, как всегда, все задерживают. Шатов. О, басок пошел, пожалуйста. Береза. О, они изменились, пацаны. А, они только цветом изменились. Вот, вверх пошел. Короче, я поскакала отсюда. О! Вот. Баба. О, электрошафл. Я его по-любому знаю. О, отжимание пошло. Что происходит? Я отжимаюсь.
Сейчас я вам даже покажу вроде эмоцию королевского правительства второго сезона. Я второй сезон, пацаны. Первый гол, конечно. Я за монстра. Монстр Зимба. Баба. О, робот, пацаны. Там робота показали нашего. Скукотищ. Хлоп. Я вообще даже забыл, что у меня такая лучше есть. Посижу лучше. Да ну ничего себе. Что то? Что не туда? Может, там это все началось? Идёте туда. Просто не смотрят вперед. Ну, лучше я пойду. Так, где лететь? Забыл уже. Вот. Хороший результат 0.53.00. Просто не смотрят вперед. Что не понял? А, реально, там трейлер, пацаны. Вот мы тупые. Блин, весь трейлер пропустили. Вот. Самолет большой? А вот это немного драматично. Все. Оказывается, тут все было. А что они там все сидят-то? Oh my God! There you go. The new С trailer ума for сойти, вот Tenet. и он. Новый трейлер к фильму «Довод». More Джон Дэвид, questions, надеюсь, maybe если a few хотите more ответить еще на пару answers, but вопросов. what an amazing, Но сперва хочу сказать, фильм what an выглядит amazing просто epic фантастически. film. Tell me, I mean, Скажите, what was your какое reaction when you saw впечатление that на trailer? вас 'Cause you произвел этот obviously трейлер? spent a long time Уверен, filming this thing, but the way that, the way он it's cut очень together необычно and снят, и при его the просмотре sort of the возникает множество questions that вопросов. it's prompting, what was your reaction when you Какое saw it? впечатление он на вас произвел? Джон Дэвид, я был в восторге и не мог поверить в происходящее. Я любовался своей бородой в кадре. Ну, знаете, при том, что в самом фильме известно очень мало. Никакую информацию о нем не найти. Я удивился, когда узнал, сколько всего будет в ролике. Если честно, я рад этому. Несмотря на то, что я восхищаюсь творчеством Кристофера Нолана, я видел все его фильмы. Мне кажется, это будет что-то совершенно кинематографа. На следующие 10-16 лет. Невероятный масштаб. Что он так быстро сказал? Красавчик. World tour in a way. It looks like, I mean, you were in India, Italy, like all these different places. Тоже уходит. So you really filmed in all those locations, right? Yeah, we were there from Tallinn, Estonia, to Mumbai, India, Amalfi Coast. Что тупой, что ли? It was, and to me, it just gives the film so Я much тоже посижу. This international environment that's set with these characters that they're placed in, and what you saw is where we were. It's not green screened. We had some cameras out there. We filmed it, and at these beautiful locations, and sort of in these interesting sort of alien-like looking, planet-looking places as well. So it was, which gave me more motivation to like just give it my all because of the set pieces and where we are, and we're so detailed and specific to the story that we're trying to tell.
You know, and when you watch the trailer, I highly recommend watching it again and again. You get more answers. Что он сейчас зачитал? Oh, I just said every little line of dialogue, I'm sure, has to be kind of reverse engineered and dissected. There's a lot going on in this film, like you would expect from Christopher Nolan, but the epicness matched with such an interesting narrative and huge stunt sequences, action sequences. I wanted to ask you about that because from a stunt perspective, I mean, you're doing things that are not supposed to be humanly possible, and I mean, it's just like the reverse rappelling or whatever you call that. I don't know how much you can share about what's really going on there, but how did you film those things? О, какая викторина, ёб твою мать, идите вы нахуй. Извините за мат, конечно. Выключали мотор и снято. And the physicality of it all. Some our stunt guys, George Cottle and company, they've never done some of these moves before. They were sort of inventing them for this movie specifically. So it's so exciting that we're going to be able to introduce this new style of fighting, this new style of combat. You know what I mean? And again, to be seen in a theater, in a movie, on a big movie screen, it's gonna be so vibrant. Oh my God. No, and again, what I love about this film too is that it's going to be thought-provoking. I think it's the thing you want to experience with your friends, talk about afterwards, and pull apart. Yes. And I'm sure even as you guys were filming, you were trying to kind of understand all the layers of this because again, like what we see is only the surface. Every day, I was bugging every day. I had questions for him, but he was very gracious and he answered them very calmly and patiently. With me, it was important that we were able to track the actors, track the story correctly, so we can tell it the best way we could. And so he was very patient with us, and I say that very politely. well, you're lucky that you get to text Chris Nolan when you have a question about the film. The rest of us just have to carefully dissect the trailer and go to Reddit to try and understand what's really going on there. But I gotta say, it's like so many hints, and that's what we love. I think is like slowly peeling back the layers of this, but still having such an interesting. Heartfelt story that I'm sure is at the core of this film, like all of his work. And yeah, it's so exciting to get a glimpse of this. The airplane sequence at the end of the trailer, that was completely unexpected. I didn't know we were going to see that or that was even in the film. Is that like a practical effect with like a real 747? Yeah, that was a real plane, and that was a real building that they crashed that plane into. And we, cast and crew all witnessed it. It was epic, it was incredible. And, we all cheered and hoorayed and hurrahed when they yelled cut after Chris felt like he got it. So, what you saw is really what happened. At least the night I was there. No, I gotta say, the scale of this looks absolutely incredible. We all can't wait to see it, and I think I speak for everyone here in Fortnite, being so honored that you and Chris decided to bring Tenet first to Fortnite to show the world this way. No, this is again, we're making history, and thank you so much, John David, for joining us. You made it into a video game finally. Did it. Hopefully the first of many. Hope so. Awesome. All right, John David Washington, thanks for joining us. Thanks again to John David Washington, and before I go, there is one final surprise. This summer, we will be screening an iconic Christopher Nolan full-length feature film right here on the big screen. Серьезно, что ли? For more details. Еба. Наверное, все. Я пошел. Да, пацаны, все. Ревать надо. Ну, я пойду. Сейчас пойду еще один музончик послушаю. Там прям вообще кайфовый музон. А вот тут можно с лука стрелять. Ну. О,
попал. Ладно, и всем good